Всем привет, меня зовут Инна, а это значит, что вы на канале Tarpan Digest. Здесь мы разбираемся в том, что такое криптовалюты и блокчейн-технологии. Здесь мы обсудим анонимные криптовалюты. И сегодня я остановила свое внимание на Zencash, относительно новой, но уже очень популярной и подающей большие надежды криптовалюте. Zencash является абсолютно анонимным, но это не все. Например, одной очень интересной чертой, которая мне очень нравится у Zencash, является возможность добавлять текстовое сообщение к своим переводам. И чуть позже я объясню, почему это настолько важно и интересно лично для меня. Дело в том, что изначально это не только монета, а еще и конфиденциальная платформа для публикации и хранения данных. Меня вообще давно уже мучает вопрос личной и корпоративной бухгалтерии. Вы понимаете, что я являюсь фанатом криптовалют, и даже для меня сейчас является иногда проблемой разобраться, кто же и какие переводы сделал мне и какие сделала я. А представьте теперь в масштабах большой компании, которая взяла на себя обязательство принимать криптовалютные переводы. В таком случае разобраться в огромном количестве этих адресов становится просто невозможно. Я уверена, что решение поступит уже скоро, но мне нравится, что у Zencash эта опция есть уже сейчас. Например, если я пересылаю один Zencash своей подруге Евгении, там же прямо рядом с этим переводом я могу сделать пометку «Инна, перевод Женя». И тогда все будет понятно. В таком разрезе этот вопрос становится проще уже сейчас. Если это важно даже в формате переводов буквально своим друзьям, то представьте, насколько это облегчает работу бизнесов. Например, вы решили оплатить товар в интернет-магазине, который соглашается принять у вас Zencash. В этом случае что вы делаете? Вы можете оставить прямо в дополнение к этому переводу какое-нибудь кодовое слово, славянский шкаф, например, и продавец уже будет в курсе, что определенная сумма, которую вы должны были оплатить за товар, уже поступила за его счет. Так он не будет путаться и теряться в показаниях. Но что еще интересно о Zencash, то, что я успела немного оговорить ранее. Дело в том, что Zencash является конфиденциальной платформой для публикаций. Представьте себе ситуацию, где вы хотите опубликовать очень важный пост о судьбе мира, и вы просто не можете опубликовать его под своим собственным именем. В этом случае в мире сейчас существует не так много опций для того, чтобы вынести на широкую публику обсуждение того или иного момента. Вот на этот случай у Zencash и есть специальное решение для того, чтобы вы могли поделиться своими мыслями широкой публикой, но при этом не разглашать свою личную информацию. И вот такая, на первый взгляд, незначительная подробность может и стать решающей особенностью на рынке. Очень часто такие фичи и делают ту или иную криптовалюту или проект популярным. А теперь давайте разберемся, откуда вообще взялся этот Zencash. В самом начале видео я уже сказала, что монета молодая, и вот тут настало время занимательной истории. Сначала в 2009 году на свет появился биткоин, а в октябре 2016 года, после нескольких лет разработок, первая по-настоящему анонимная криптовалюта Zcash. Я намеренно урезаю детали истории для того, чтобы не превращать этот выпуск в криптовалютную Санта-Барбару. Вообще вам важно запомнить, что по сути Zcash – это форк биткоина, который еще более безопасный и анонимный. Но это еще не все. В мае 2017 года в ходе очередного форка Zcash делится на Zclassic и Zencash, которые мы обсуждаем в этом видео. Самое важное, что Zencash является форком анонимной криптовалюты Zcash и сочетает в себе сразу несколько очень полезных технических особенностей, которые мы уже успели обсудить. А теперь давайте разберемся, кто же создал Zencash. Если вы еще не знаете, то команда в криптовалютном проекте это в принципе половина успеха, а все остальное это грамотная разработка и продвижение. С этим у Zencash все хорошо. 8% от выработки каждого блока идет на продвижение и менеджмент. Это очень важно, потому что только подумайте для себя, как же криптовалюта станет успешной и популярной, если о ней никто не знает. Поэтому лично мне очень нравится, что такие статьи расходования бюджета уже изначально вложены в модель Zencash. О том, что у Zencash с командой все очень хорошо, свидетельствует даже их Slack-канал, в котором уже 3000 человек, несмотря на то, что самой криптовалюте на сегодня практически полгода. Так кому же мы можем доверять в команде Zencash? Например, как вам такая фигура? Бывший CEO Эфириума Чарльз Хоскинсон является сейчас адвайзером Zencash.
Кроме того, у руля стоит Роб Виглион. Это бывший математик из воздушных сил США. Просто представьте себе величину этих фигур. Я настоятельно советую вам изучить больше информации об этих людях. Ссылки на них, как всегда, оставлю в описании под видео. Но мне самой очень импонирует, что создатели Zencash это не просто кучка начинающих программистов, криптолюбителей, а люди, которые построили блестящую карьеру, в том числе и бывшие военные. И судя по всему, эти люди серьезно взялись за дело вернуть обычному гражданину право на приватность, конфиденциальность и защищенность внутри сети Zencash. На сегодняшний день суммарная капитализация монеты достигла 49,5 миллионов долларов. За последние 3 месяца поступательным ростом Zencash поднялся с цены в 4 доллара до 25. Самое интересное в этом то, что на самом деле на биржевые торги монета вышла только в начале июня этого года. Но уже сейчас один из самых уважаемых ресурсов в криптовалютном мире Palm Beach Confidential прогнозирует Zencash огромный рост. Уже в течение 1 или 2 лет они предполагают, что суммарная капитализация Zencash вырастет до нескольких миллиардов долларов. Ну а пока интересный момент произошел 20 октября. Именно в этот день Zencash стал монетой номер 1 по объему торгов на Bittrex. В этот день ее стоимость выросла на целых 300% за 24 часа. Давайте подытожим. Zencash это криптовалюта, которая изначально была создана для того, чтобы дать миру больше анонимности и защиты. Мне нравится, что у этой валюты есть своя особенная идея. И, судя по всему, эта идея нравится многим. Если так подумать, в стандартном мире у нас осталось не так уж много нормальных человеческих прав. Даже конфиденциальности, как одного из базовых человеческих прав, уже практически не осталось. Например, мы привыкли вести свои переписки в соцсетях, где давно передали права на свою личную информацию администрации. Мы как-то очень быстро привыкли, что наши личные сообщения могут стать достоянием широкой публики. Я, конечно, очень далека от теории заговора, но мне кажется, что на досуге очень полезно подумать о том, как это отсутствие приватности сказывается на нашей жизни. И мне кажется, что в этом плане знание о технологии Zencash может очень даже пригодиться. А на сегодня у меня все. Я надеюсь, что я смогла вас заинтересовать этой новой технологией, и вы захотите узнать больше о Zencash. На этот случай в описании под видео я оставляю все ссылки на ресурсы компании. Кроме этого, вы можете добавиться в тот самый Slack-канал, в котором можете узнавать самые последние новости о развитии проекта. Еще, конечно же, я должна рассказать вам о том, что в Телеграме есть специальный чат Zencash, в котором на русском языке вы можете обсудить этот проект и пообщаться с другими криптоэнтузиастами. Ну, а у меня, как всегда, к вашим услугам есть чат Tarpan Digest, в котором уже около 400 человек, а также у меня есть телеграм-канал, на котором раз в несколько дней я публикую свои новости и новости криптовалютного мира. Буду рада видеть на всех своих ресурсах. Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья и давайте оставаться на связи. Вам сегодня желаю хорошего дня и отличных криптовалютных впечатлений.